день, уважаемые зрители! Сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как воспаление верхних дыхательных путей. Это ларингиты, трахеиты, бронхиты. То есть вот эта вся группа заболеваний, которая характеризуется тем, что происходит воспалительный процесс по ходу прохождения воздуха по дыхательным путям. Мы с вами находимся в разном состоянии в течение дня. То есть мы можем с вами вдыхать сухой воздух, можем вдыхать горячий воздух, либо наоборот прохладный. И при воспалительных проявлениях организм очень четко реагирует на вот эти перепады температурного состояния воздуха. И возникает кашель. То есть то, что мешает человеку жить, то, что мешает человеку спать. Итак, как бороться с кашлем? Существует очень много препаратов, которые нам предлагает современная фармация. Зайдя в аптеку, вы увидите, что фармацевтам будут предлагать и предлагать. Но вы не забывайте, что многие препараты, которые оказывают противокашлевой эффект, работают через воздействие на центральную нервную систему. То есть в головном мозге есть центр кашля, и под действием этих препаратов происходит его блокировка. В итоге происходит выключение вот этой функции. Выключая состояние кашля, кашель, мы с вами знаем, является защитной реакцией организма. То есть организм пытается избавиться от вирусов, от бактерий, которые накапливаются в дыхательных путях, избавиться от избытка мокроты, которая там есть, и которая является идеальной средой для разбития бактерий, грибков и различного рода других инфекций. Поэтому, что же в данном случае можно применять, что будет безопасно для вас и для ваших детей? Это комбинированный, препарат, даже не комбинированный препарат, а сбор определенных растений. Что входит в это состояние? Значит, туда входит несколько компонентов. Это подорожник, раз, это мати-мачеха, два, это масла мята и эвкалипт, и это мед. Вот это все мы с вами будем смешивать, заваривать и будем формировать комбинированный препарат, который будет оказывать мощнейший эффект. Почему мощнейший? Потому что каждый из этих компонентов воздействует на определенную цепочку, на определенный механизм развития и формирования воспалительного процесса в верхних дыхательных путях. Итак, подорожник. Берем лист подорожника. Какой эффект оказывает? Очень большое количество действий, которые он может оказывать на патогенез, на механизм развития воспаления. Первый и самый важный – это противовоспалительный. Раз. Обезболивающий эффект. Два. Действует как противоаллергический препарат, то есть уменьшает зону отека, зону эксудации. Это три. Действует как бактериостатический эффект, то есть замедляет деление и размножение бактерий. И, конечно же, выраженный обезболивающий эффект. То есть при воспалении, один из симптомов воспаления – это всегда боль. Как работает мать-и-мачеха? У мати-мачехи в основном мощнейший отхаркивающий эффект, она разжижает мокроту, есть патагонный легкий эффект и, что немаловажно, спазмолитик, то есть она расслабляет именно верхние дыхательные пути. То есть за счет воспаления, кашля они находятся в состоянии легкого спазма. То есть она снимает спазм, расслабляет и способствует более быстрому отхождению мокроты. Это два растения. Дальше. Масла – это мятное и эвкалиптовое. Что они делают? То же самое, противовоспалительный и разжижающий эффект. И в конечном итоге мы еще берем мед. Это кладезь микроэлементов, витаминов. И, конечно же, тоже мы знаем, что у меда очень много таких свойств, как противовоспалительный и бактериостатический эффект. Как приготовить, данное лекарство? Мы с вами берем столовую ложку подорожника,
столовую ложку мать и мачехи. И это все мы с вами завариваем на 100 грамм кипятка. Настаиваем это 30-40 минут. Потом процеживаем, то есть траву мы с вами выбрасываем. И в данный раствор добавляем 3-4 капли эвкалиптового масла и 3-4 капли мятного масла. И туда чайную ложку меда. Все это мы с вами перемешиваем, даем остыть и ставим в холодильник. Принимаем по одной столовой ложки 4-5 раз в день, в зависимости от выраженности процесса. Можно давать и детям от 6 лет. Там, начиная от 1 чайной ложки, и постепенно, чем ребенок старше, мы увеличиваем дозу. Какие противопоказания? Они тоже есть. Это беременность раз, это лактация 2 и это язвенная болезнь желудка. Следующий какой вопрос вы задаете: как долго надо принимать? Принимать 2-3 недели. Почему? При воспалительном процессе в основном происходит поражение слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Задача слизистой оболочки какая? Это барьерная, то есть не пустить бактерии, вирусы, паразиты, грибки из окружающей внешней среды в наш внутренний мир. При кашле, то есть при воспалении, идет как механическое повреждение, так и химическое повреждение слизистой. В итоге получается огромный раневой дефект. И если мы с вами попьем данный сбор трав всего 3-5 дней, симптомы у нас уйдут. Но новая слизистая за это время не успеет восстановиться. В итоге у нас возникнет плацдарм для расселения новых бактерий, новых грибков. И возникнет проблема как бы заново, но с более выраженностью и большей интенсивностью. Поэтому пока не вырастет, не восстановится свой естественный защитный барьер, то есть не восстановится слизистая, прием данной смеси растений как бы надо продолжать. То есть это 14-20 дней. На этом наша лекция подходит к концу. Вопросы в комментариях. Всего доброго.